Приветствуем вас, дорогие друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о чемпионах звериного нюха. Вы когда-нибудь задумывались, кто из обитателей нашей планеты обладает самыми острыми чувствами обоняния? Кто не просто отлично чувствует запахи, а у кого обоняние стало неотъемлемой частью жизни и способом выживания? От маленьких насекомых до хищных млекопитающих. Каждое существо использует свой уникальный нюх для поиска пищи, общения и даже для обнаружения партнера. В этом видео мы расскажем, как слон может учуять воду за несколько километров, или как собака распознает запахи, которые мы даже не можем заметить. Вы не только узнаете о самых лучших нюхачах из животного мира, но и поймете, как обоняние помогает им выживать в дикой природе. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир запахов, но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь поехали! Крыса. Сначала появляется нос, а затем и вся остальная часть крысы. Неудивительно, ведь нос – самый важный орган чувств в жизни крыс. С помощью обоняния крысы могут получить огромное количество информации об окружающем мире. Запахи помогают крысам не только распознавать еду или хищников, но и общаться между собой. Обнюхав одну лишь метку другой крысы, они в состоянии определить возраст, пол, социальный статус животного, его принадлежность к стае. Да-да. Именно запах позволяет крысам выяснить, самец перед нами или самка, здоров собеседник или болен, что он ел, откуда пришел, и даже предсказать, как он ответит на брачные заигрывания. Кроме того, обычно крысе достаточно один раз втянуть носом воздух, и в течение 50 миллисекунд она безошибочно определяет, откуда поступил запах. Но если зажать крысе одну из ноздрей, то вероятность правильного ответа снизится. Собака. Вселенная собаки – это вселенная запахов. Кто, где, когда и зачем. Питомец понимает с помощью собственного носа и огромной по сравнению с человеческой областью головного мозга, которая отвечает за оценку обонятельных импульсов. Так, ученые считают, что обоняние собаки в 40 раз острее, чем у человека. Пока человек прислушивается к запаху, его собака им просто дышит. Она постоянно делает по 3-7 вздохов, накапливая информацию внутри носовой полости. Запах становится все более концентрированным, что помогает животному идентифицировать его. Боковой разрез ноздрей позволяет втягивать воздух, в том числе и по бокам от себя. А секрет выстилающей слизистой помогает продвигать захваченные молекулы к обонятельным клеткам. Кстати, для той же цели собаки поддерживают свой нос во влажном состоянии. Учеными доказано, при благоприятных обстоятельствах пес может учуять любой запах на расстоянии 1 километра от источника его происхождения, а иногда и больше, и различать около 1 миллиона различных ароматов. Собаки – это прирожденные нюхачи, которые служат в полиции, работают на досмотрах в аэропорту и ищут пропавших под завалами. Свинья. Возможно, это вас удивит, но у свиней действительно очень хорошее обоняние. Да и в целом пятачки входят в десятку самых умных животных. Досадно, что люди, как правило, воспринимают свиней лишь как источник пищи, не замечая ее достоинств. Но вернемся к обонянию. Ведь из всех органов чувств у свиней оно лучше всего развито. Почему? Потому что оно играет важную роль в добывании корма. Свиньи обладают большим количеством обонятельных рецепторов, что позволяет им улавливать запахи, которые люди не чувствуют. Обоняние помогает им находить пищу в земле и на других поверхностях. И первая же ассоциация – трюфели. Вернее, охота на трюфели. Оказывается, что этот гриб растет на глубине до 30 сантиметров и является мощным афродизиаком. Мускусный аромат деликатеса привлекает свинок, заставляя их рыть землю в месте, где произрастают трюфели. Кроме того, исключительное обоняние свиней используют не только для того, чтобы искать трюфели. Теперь их тренируют для обнаружения на таможнях наркотиков. Свиньи, равно как и собаки, хорошо поддаются дрессировке. И в некоторых странах, например, в США, их уже успешно применяют в таможенной службе. Змеи. Чтобы успешно обнаруживать, настигать и убивать животных, в распоряжении змей имеется богатый арсенал различных приспособлений. И одно из самых важных по значению умений является обоняние. Змеи обладают удивительно тонким нюхом, способным улавливать запах самых незначительных следов. По сути, змеи имеют в себе целую лабораторию, позволяющую по запаху определить практически все.
Если вы наблюдали за змеями, то наверняка замечали, что в состоянии бодрствования они высовывают свой раздвоенный язык и машут им перед мордой. Быстрыми движениями наружу, в рот, змея как бы берет пробу воздуха, получая развернутую химическую информацию об окружающей среде. Раздвоенный кончик языка, изгибаясь, прижимается к двум маленьким ямкам на небе, органу Якобсона, состоящему из химически чувствительных клеток или хеморецепторов. Вибрируя языком, змея захватывает микроскопические частички пахучих веществ и подносит их для анализа к этому своеобразному органу вкуса и обоняния. Орган Якобсона отделен от носа, поэтому змеи доставляют запах до этого органа не посредством вдоха, а именно языком. Птица киви. Птицы редко занимают почетные места в списках лучших ищеек-нюхачей, ведь в отличие от собак или свиней, пернатые не состоят на службе у человека, да и сами птицы не давали поводов предполагать наличие у них развитого обоняния. Но современные исследования заставляют взглянуть на птиц иначе. Возьмем, к примеру, знаменитую птицу киви, живого символа Новой Зеландии. Оказывается, киви ведут ночной образ жизни и обладают превосходным обонянием и слухом. Будучи нелетающими птицами, они должны добывать пищу, находясь на земле. Они ищут червей и личинок, прячущихся под землей именно по запаху. В отличие от других птиц, у киви есть внешние ноздри на кончиках клюва, которые облегчают поиск пищи под почвой и среди опавших листьев. Разгребая землю ногами и глубоко погружая в нее клюв, они буквально вынюхивают свою добычу. Тутовый шелкопряд. Естественной средой обитания шелкопряда были субтропические регионы Юго-Восточной Азии. В диком состоянии это насекомое уже не встречается, и увидеть его можно только в разбросанных по всему свету центрах шелководства. Но мы здесь собрались по другому вопросу, и вы должны знать, что тутовый шелкопряд обладает самым сильным обонянием в мире насекомых. Это связано с наличием у них сложных усиков, несущих большое количество рецепторов запаха. У самцов тутового шелкопряда усики более сложные и развитые, чем у самок, и содержат множество чувствительных клеток рецепторов запаха. Самцы шелкопряда очень чувствительны к бомбиколу, феромону, выделяемому самками. Они могут улавливать его даже в очень мелких концентрациях. Обнаружившие самку самцы слетаются к ней со всех сторон. Если же самец самке не по нраву, она втягивает феромонную железу и удаляется от самца. Гриф-индейка – самый многочисленный пернатый падальщик Нового Света, встречающийся во всех странах от юга Канады до мыса Горн. К тому же это еще одна птица, отличающаяся особенно хорошим обонянием. У грифа-индейки самые большие обонятельные луковицы – отделы головного мозга, ответственные за обоняние среди всех птиц. Фантастическое обоняние позволяет находить падаль еще совсем свежей, ведь падалью с признаками разложения гриф-индейка не питается. Кондоры, королевские грифы и американские черные катарты, не обладающие обонянием, всегда следят за грифами-индейками. В общем, эта птица выступает в роли поисковика-наводчика, и это дает ей ощутимое преимущество перед другими падальщиками. Кроме того, в США грифы помогают определить утечку газа. Дело в том, что в некоторых штатах газу добавляют вещество с запахом тухлого мяса. Там, где газопровод не герметичен, начинают кружить грифы, привлекаемые привычным им ароматом. И тогда газовики понимают, что пора выезжать на ремонт. Медведь. Видели когда-нибудь в фильмах сцены, где человек просто залезал на дерево и так прятался от медведя? Так вот, в реальной жизни такой прием не сработает. У косолапого хищника прекрасно развито обоняние. По оценкам специалистов, в 7 раз лучше, чем у собаки, и в 100 раз лучше, чем у человека. Медведи чувствуют и различают запахи на расстоянии нескольких километров. Потому, если неподалеку от них будут люди, животное будет знать об этом, и дерево не спасет. О том, что у медведя развито обоняние, говорит уже строение черепа с длинной и широкой лицевой частью, мордой. Обонянию медведи доверяются в темноте леса, в чащобах кустарников и высокотравьях. Благодаря этой способности они находят съедобные коренья вкусных и жирных личинок, выслеживают добычу. Особенно им нравится мясо с душком. Поэтому они часто утаскивают в укромное место туши убитых животных и возвращаются к ним, когда мясо начинает портиться. В данном случае нос нужен еще и для определения степени готовности блюда. Акула.
Наверняка вы слышали, что акула может чувствовать малейшую каплю крови за 1 километр. Да, это правда. Добавьте к этому сумасшедшую скорость и получайте смертельного хищника. Однако, в отличие от людей, у акул система восприятия запахов полностью обособлена от дыхательной. Грубо говоря, для них дыхание через жабры и восприятие запахов – это 2 независимых процесса. То, что мы могли бы принять за обычные ноздри у акул, на самом деле представляет собой сложную многоуровневую структуру. Стенки ноздрей высланы рецепторными клетками. Именно они отвечают за улавливание запахов в водной среде. Почуяв добычу, возбужденная акула начинает двигаться зигзагами, поочередно поворачивает правую и левую ноздри, чтобы определить направление запаха и локализовать его источник. За 30 метров до него акулы уже начинают руководствоваться зрением. Если же акуле заткнуть ноздри, она проплывет мимо добычи, даже если она будет находиться у нее перед глазами. Впрочем, обоняние помогает акулам не только отыскать лакомый кусок, но и обнаружить присутствие потенциального полового партнера. Африканский слон. Чемпионом среди млекопитающих в нашем занимательном состязании, у кого нюх лучше, становятся слоны. Они по запаху отличают представителей разных племен, находят еду, выбирают самок. Выходят, у африканских слонов не только самые длинные носы, но и самый тонкий нюх на планете. Обоняние позволяет животным находить друзей и избегать врагов. Эта суперспособность африканских слонов компенсирует их слабое зрение и помогает им ориентироваться в окружающей среде. Слоны быстро определяют различные запахи и сохраняют их в памяти. Особенно впечатляют, как эти гиганты, втягивая ноздрями воздух, безошибочно идут к воде, даже если ее источник находится от них на расстоянии в несколько километров. Согласно данным японских исследователей из Токийского университета, у слонов самое большое количество генов, связанных с обонянием – всего 1948. Для сравнения, у человека 396 таких генов, у собак 811, у крыс 1207. Впечатляет, не правда ли? На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, способности какого животного из нашего видео вас сегодня удивили.